Hi, my beautiful girl and woman and guy, my cats and rabbit. Я рада приветствовать вас на своем канале по секрету всему свету. И сегодня мы посмотрим, что стучит, гремит, на пороге стоит, в дверь ломится. А если серьезно, сегодня вот у нас будет 3 позиции, но сейчас я хотела бы поговорить на трепещущую для меня тему, может быть, для вас тоже. Хотела бы разобраться с тематикой раскладов и вообще, в принципе, с тематикой канала. Мне очень интересно снимать психологию и взаимодействие с энергиями, но просмотров очень мало. Напишите в комментариях, что для вас лично будет интересно. Заговоры, наговоры, работа Вселенной, потом работа с темными силами, со светлыми силами, психология через энергию, работа с мыслями, либо это расклады про любовь, расклады про финансы. Что именно вас интересует? Для меня это очень важно. Оставьте комментарий. Поставьте плюсик, если вас все устраивает, если те темы, которые я задаю, вам интересны. Точно так же прошу прощения большое у мужчин. Я, конечно, понимаю, что вы меня тоже смотрите, но в завесу я могу сказать лишь одно, что 90% просмотров меня просматривают девушки. Если я обращаюсь к девушкам, то переворачивайте на себя. Я думаю, что не составит это труда. Если есть желание, могу создавать отдельные расклады на мужскую тематику. Если тоже интересно, ставьте 0, допустим, или 1, порядковые номера. Вот. Стучит, гремит, на пороге стоит, в двери ломится. Сосредоточились, расслабились, настроились. И я буду вместе с вами настраиваться. У нас пламя пылает, у нас сегодня очень мощные дни. Растущая луна. И что же действительно к нам придет в преддверии Нового года? Если вы смотрите вне Нового года, то это не говорит о том, что это не работает. Если вы наткнулись на данный канал и на данный расклад, и на свою позицию, то это про вас. Так, заряжаемся. Я надеюсь, вы сосредоточились, выбрали позицию и приступаем. Что у единичек? Единички сосредоточились над своей колодой. Что у нас стучит? Гремит. На пороге стоит. В дверь ломится. Зоопарк тут развели у меня товарищи. Товарищи развели мне тут. Стучит. Что же в дверь к нам стучит? Если меня смотрят девушки или девушки одинокие, или парень одинокий, то есть если смотрит парень, то у него загрезится на горизонте девушка и не одна, за которой будет желание ухлестнуть по той причине, что жезл дымит наш жезл, и куда-то нужно это все усмирить, успокоить. По дьяволу, конечно, по чувствам, эмоции будут зашкаливать. Девушки, у вас тут мужчина огненный, темпераментный. Если он не знака зодиака огонь, он очень такой действенный, он очень имеет большую возможность выбирать, ни разу не гнусится тем, чтобы
можно было выпить как-то бокал вина. То есть любитель романтики, любитель страсти, любитель красивых ухаживаний. И да, и женщина ему нужна такая же деятельная. То есть стучит к вам, напрашивается мужчина. Мужчина такой темпераментный, огонь, такой, как это, горячий кавказский парень. Ну, это я утрирую. Вот. А здесь таким образом обстоит дела, что... Ну, мужчина брутальный. Вот я не знаю, мне идет из потока мужчина брутальный, мужчина с суровым взглядом, мужчина такой любитель, вот, погорячее. Вот, и женщину он подобную выбирает. Вы такая женщина жезловая, либо если вы мужчина, вы выберете женщину темпераментную, под стать вам, она вам не будет уступать, в рот заглядывать тоже не будет. То есть здесь действительно такой момент. Здесь еще ведьмочки могут проигрываться, жезловые дамы, они очень часто имеют силу мысли, они интуитивно предсказывают какие-то моменты, предчувствуют их, если они не занимаются эзотерикой. Так, стучит, ой, как здорово, давайте дальше. Гремит. По фортуне будет очень много предложений касаемо чувств. Будут предложения касаемо, чтобы вы стали их спутницей. То есть, если это мужчина, у вас не будет отбоя от женщин. Вы будете ощущать легкость, будете ощущать себя побежденным. Вы будете нацелены куда-то ехать, и у вас постоянно будет какая-то динамика мыслей, динамика общения, динамика чувств, динамика действий. И здесь у женщин то же самое. Вы можете сидеть на месте, на попе ровно, но каким-то образом эти данные особи будут находить, ой, простите, пожалуйста, за мой французский, будут находить пути дороги к вам и будут отвоевывать свои позиции за место под солнцем рядом с вами. Фортуна сейчас повернулась в сторону чувств, любятина, страсть. Ой, так, что у нас дальше? На пороге стоит. Ну, а вы что-то в каком-то... придумали какую-то идею. Я придумала идею, вот возьму и похудею, чтобы к пляжному сезону, да, вот, как там дальше. Здесь, ну нет, это я, конечно, шучу, вы придумали идею, в которую нужно вкладывать действия. Действий очень много, будете изнемогать от мыслительных процессов, будете отвоевывать свое место под солнцем, будете агрессивно, быть может, как-то идти в бой, будете искать точки соприкосновения, то есть сами знаете, что вы придумаете. На пороге стоит, но это вот ближайшее время, вот прям ближайшие 2 недели. То есть вот так вот у меня идет. И вы будете прям отвоевывать, вы будете делать, а после будете приходить и без ног заваливаться, потому что нет сил. Это может быть бизнес-идея, это может быть учеба, это может быть все, что вы придумаете. Идея может быть и действительно в сфере похудения, в сфере с детьми, то есть здесь нет конкретного объяснения, что именно. В двери к вам ломится. Ваш звездный час. И многих это не устроит. Многие отвернутся от вас и будут завидовать вам, и будут как-то обиженно смотреть вам вслед. А вы будете сиять, блистать и восхищать взгляд. Ну, то есть вот таким образом. Если мужчина, вы встретите свою звезду, вы будете восхищены ее сиянием глаз, вот, но для того, чтобы быть с ней, придется отвоевать и, быть может, кого-то даже отсечь из ее окружения. А в окружении, кстати, девушка может быть с ребенком, но вас это не пугает, это даже мотивирует к дальнейшим действиям. Так, если девушки меня смотрят, вы здесь гармонизируете свое желание,
То есть, быть может, кто-то прислушался к моим советам и заполнил правильно книгу желаний, и они начинают исполняться. Новое детище. Дети вас радуют. И мужчина, который вас завоевывает. Вы выше материи, вы переполнены чувств, и вы интуитивно. Девочки, ну-ка давайте, мальчики, сознавайтесь, кто из вас тут это тарологи, эзотерики, астрологи, психологи. По крайней мере, ваш путь в это ведет. То есть ваша в дверь ломится именно осознание себя, интуитивный подход, мыслительные процессы через работу Вселенной. То есть вы будете в потоковом состоянии, и ваша сознательность будет течь рекой. Вы будете преподносить эту сознательность людям, за что будете получать эти пентаклики, то есть получать эти финансы. Ну вот таким образом, смотрите, ну как это вообще, вот что может быть еще круче? Вы все клевые карты собрали. Ну, смотрите, какая вы. Если мужчина, смотрите, какая женщина вас ждет. Ведьма, звезда, очарование, с чувствами, с эмоциями, с интуитивным подходом. Такая прям вся летучая, неземная. Напишите в комментариях, как у вас, какие там цели, вы что-то придумали, или это еще будет в перспективе. Так, и серьезно, если... Ну, да, и мужчина, и деньги, и идеи, и реализация. Что еще может быть круче? Я готова вам аплодировать, может быть, даже стоя. Ну, камера не зафиксирует. Я рада за вас. Всего вам хорошего, единички. Пока-пока. Ставьте лайк, колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И вступление, пожалуйста, прослушайте. Там я обращаюсь к вам для того, чтобы сформировать канал в данной тематике, которая интересна именно вам. Вот. Так. Итак, двоечки. Двоечки, привет. Ну, настроены вы на гадание? Будем сейчас читать карты. Что же у вас хорошего? Что же хорошего? Заряди нас, огонь, меня и карты заряди. Так, что у нас у двоечек? Стучит. Офигеть. Гремит. Вы чего у меня все там повлюблялись перед Новым годом? На пороге стоит. Дверь выламывает. Ух. Стучит. Император к вам в гости хочет прийти. И, девочки, кто не собирается в детородном возрасте рожать, ребеночек к вам идет. Либо, смотрите, либо ребенок идет, мальчик к вам. То есть ребенок, мальчик, если вы замужем. Если вы свободны, то к вам идет император, с помощью которого вы родите ребенка. Если не собираетесь детей рожать, то будет яркий свет в конце тоннеля. И император-то при финансах, то есть вот с помощью вот этого вот фигурального объединения будет финансовый поток открыт, новые финансы. То есть это может быть император, который принесет вам деньги. Если у вас уже есть детки, то он будет и с детками как-то радоваться, играть, развлекать их. Такой прям, прям император, взгляд властный, такой, я знаю дело, суть дела материи, я знаю суть дела души, я опытный мужчина, и
быть может, меня нужно слушать. Такой авторитарный мужчина. Но детей он любит, то есть и по судьбе вам идет ребенок с ним. Ну да, это будет вызывать страхи в вас, страхи. Ну, кстати, карта Луны — это и карта материнства. То есть, смотрите, девочки, кто не собирается у меня тут рожать, будьте осторожны. Вот, но если будете беременны, будет мальчик. Вот, таким образом гремит. О, так, покорять будете страсть в себе, выйдете в партнерство, в душевную гармонию, потоком будет литься чувство, вы будете в страсти, в чувствах, в эйфории, и будете каким-то образом так немножко себя притормаживать, либо своего мужчину будете притормаживать. Если у вас сейчас нет мужчины, так будет, вот он же и стучит, и гремит, и на пороге уже стоит, и в дверь ломится. Так что притормаживать будете своего Леву ненаглядного. Вот. И гармоничные отношения, страсть по дьяволу. Главное, в алкоголь сильно не ударяйтесь, потому что дьявол с чашами, это, быть может, изрядная выпивка. Так что не бухайте. Простите за мой французский. На пороге стоит. Гулянка у вас стоит на пороге, ну прям серьезно, ну что я могу еще сказать? Гулянка с новыми знакомыми какими-то, то есть и да, и вы будете пожинать плоды своих знаний, то, что вы себя выковали, кто-то найдет этого мужчину, если холостые, через работу, через ваше творчество, через ваше детище, через ваш проект, через ваши знания, то есть каким-то образом он появится через вас самих. Если у вас есть мужчина, и вы уже с ним знакомы, то есть вот все, что вас ожидает, я сказала, вот, и здесь у вас встреча с его друзьями, я не вижу, что это люди знакомые, это новые люди, которые сформируют новый виток вашей жизни, то есть это новый цикл ваших отношений и социальной реализации. Это новые друзья, новые потенциальные встречи, новое общение. То есть вот это вот вас ожидает. И в двери к вам ломится. Заканчивается какой-то момент становления себя как личности, вы уже практически отточили мастерство прокачки себя, то есть прокачки своего творчества, реализация через борьбу, через выжидательные позиции. В двери ломится. Нужно еще чуть-чуть подождать. Если у вас есть какой-то проект, то он вот-вот разразится он действиями, стремительными действиями. Ну, еще много чего нужно переждать, перетерпеть, и вы мастер своего дела, вы кузнец своего счастья, вы кондитер на шоколадной фабрике. Вот, так что не зря вы что-то делали, не зря вы куда-то шли, к чему-то стремились, в двери к вам ломится успех. Не горюйте, если у вас появится момент сложностей и выжидания. Вы одолеете врага, вы одолеете, каким бы он страшным ни был. Может быть, это хейтеры. Я шучу, конечно. Так, давайте мне обратную связь. Что у вас там? Что вы там задумали? Деток вы планируете или нет? Смотрите вступление для того, чтобы понять мне, в частности, какие расклады вам более интересны. Мы зададим тематику, и вы будете наслаждаться просмотром. То есть вот так. Так, и всего хорошего вам. Пока-пока. Третья позиция. Сосредоточились на колоде. Карты сейчас тоже заряжаем. Сосредоточились.
и сидим в ожидании чуда. Серьезно. Так, сейчас будем мешать. Что же к вам? Стучит, гремит, на пороге стоит, в двери к вам ломится. Так. Думаем, мечтаем и смотрим. Стучит. Гремит. На пороге стоит. В двери к вам ломится. Угу. Здесь девочки, мальчики выстраивают себя. Здесь стучит, вы будете просчитывать финансовый свой план, вы будете идти к своей цели по копеечке, по капельке, вы будете складывать в копилочку свои знания, свои финансы, свои потребности какие-то, реализации, то есть вы будете составлять план действий. Вот она, книга желаний. Так, смотрите видео про книгу желаний, чтобы мечты осуществились. Советую посмотреть. Ссылка будет в описании. Так, вы будете составлять свой четкий план действий и пропорционально будете идти к нему. То есть это еще не результат, но будете в нужном векторе, в нужном направлении. Так, в нужном направлении гремит. Фух, что это как-то, гремит. Ну, не зря оно гремит. Обороняться вам придется. Обороняться от кредиторов, обороняться от мужчин, обороняться от разгульного образа жизни, обороняться от своих мыслей. То есть вы находитесь в обороне в этот момент, вот как будто начеку, как будто вы что-то ожидаете, что что-то пойдет не так. Но на самом деле здесь карты неплохие, это ваше внутреннее состояние, так что не замыкаемся в себе, не зацикливаемся и давайте уже как-то в будущее более радужно смотреть. Смотрите, какие вы тут хмурые, угрюмые, как будто все кругом враги. Любая проблема решаема. Так что не дрейфим, не боимся, не хватаемся за сердце, за голову и тому подобное. Так что успокоимся, спокойствие, только спокойствие, дорогие мои. Так. На пороге стоит какое-то неожиданное известие касаемо вам долги вернут. Вам вернут долги, вы заберете свое, то есть то, что было забрано у вас незаконным способом, то, что где был обман, либо где вы судились, ругались, то, что те ситуации, которые были конфликтные, вам неожиданно вернут деньги и сполна. То есть вы будете даже не ожидать эту сумму, которая придет. И эта сумма придет вполне вероятно с мужчиной. Ну, если не с мужчиной. Так, мужчина, если меня смотрит, вы переворачиваете. Угу. То есть, смотрите, это будет неожиданно для вас. Неожиданно на пороге стоит, это вот прям вот должно произойти. Прям вот сейчас позвонят вам, вот прям сейчас вам в дверь постучат, на пороге встанут. Ну, то есть, вот какое-то такое. СМС придет о пополнении счета. Так, и в дверь к вам ломится. Ваша сила в вашем интеллекте и в ваших действиях. Вы действуете с разумом, расчетливо, вы действуете с расчетом выгоды, вы заканчиваете этап истерии, вы выходите в семью, в друзей, то есть вы как-то отходите от этой темы и понимаете свою мощь. А оказывается, я еще ничего так, а оказывается, еще и на меня мужчины смотрят. Ой, да, оказывается, я еще и работать ого-го как могу. Ой, а деньги-то какие могу иметь? Ну, то есть вот таким вот образом. Так, ребята, девчата, я
Рада была посмотреть вам, что у вас стучит, гремит. Я, честно, не ожидала, что такие позитивные расклады. Обычно они у меня такие, какие есть, да. Так, вот эта вот позиция, пожалуйста, не висните на радуге. Давайте уже действуйте. У вас по факту ничего вас не останавливает, кроме ваших каких-то затык. Вот. Так что, пишите в комментариях, что у вас там происходит, почему вы так подвисли. Почему? Вот, и что вы ожидаете? Что вы ожидаете в ближайшее время? А может, не ожидаете? А если придет что-то, напишите в комментариях, пожалуйста. Очень рада буду обратной связи. Я благодарна вам за просмотр. Я рада, что вы меня смотрите. И всем 3 позициям я говорю, как она называется? Не аривидерчи, а... Как называется-то это слово-то, когда I'll be back? Я еще вернусь. I'll be back. Big back или как там? Напишите в комментариях. Звоните в колокольчик, подписывайтесь, ставьте лайк, вот, и пишите тему комментария. Также смотрите книга исполнения желаний, как исполнить свою мечту. Вот, всего хорошего вам. Пока-пока.